Близнецы, приветствую вас. Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. Сегодня с вами смотрим ваш второй прогноз на ноябрь 2024 года. Смотрим, что вас ожидает, каковым для вас будет данный период и в целом, какие события наиболее вероятно произойдут в течение этого месяца. Поэтому настраивайтесь, пожалуйста, на расклад, и мы с вами приступим. Основные энергии, работа, финансы, здоровье, личная жизнь и рекомендации от карт. Так, близнецы. Основные энергии месяца у вас здесь непревзойденная двойка чаш. Прекрасный аркан, который говорит о том, что должна царить гармония, любовь, благодать, союзы, компромиссы, контакты, контракты, взаимодействия, договора. То есть все это будет присуще вам в ноябре. То есть кто-то будет примиряться, кто-то выстраивать новые союзы и отношения, неважно, будь то они личные, деловые или социальные. Но здесь, как мы видим, энергия льется рекой. То есть положительные эмоции, радость от взаимодействия и сотрудничества. Смотрю, в чем конкретно здесь идет информация по этому аркану. И дополнительные карты у нас выходит восьмерка мечей. Здесь влюбленный. Сейчас буду объяснять. Смотрите, казалось бы, восьмерка мечей. Аркан, который говорит о каких-то ограничениях, да, не коммуницировать, либо не выстраивать отношения. Но по факту, на самом деле, восьмерка мечей – это связать себя обязательствами или, может быть, ограничить свой круг общения с социумом и сконцентрироваться конкретно на определенном человеке, будь то, повторюсь, друг, знакомый или это построение личных отношений. Конечно же, нам эти энергии будут раскрывать основные карты по всем сферам жизни, но уже, я могу сказать, в большей степени для вас идет благоприятный период. И что мы здесь видим? Информация подтверждается, потому что по работе десятка монет. Десятка монет в первую очередь или стать частью коллектива, или если вы уже находитесь в коллективе, это вопросы продвижения, признания. Потому что по двойке чаш это ситуация, когда коллектив возводит вас на пьедестал, готов с вами сотрудничать, коммуницировать, вас поддерживать. Иногда даже может быть ситуация, когда в рамках деловых отношений у кого-то могут идти и личные, то есть совмещать приятное с полезным. Так ли это? Давайте раскрывать эту ситуацию и смотреть, как прозвучит десятка монет на сферу бизнеса и работы для каждого из вас. Смотрим ситуацию в первую очередь для тех, кто на данном этапе у нас не работает и по ряду причин работать не может. Здесь десятка монет и семерка мечей. О чем идет речь? Это ситуация, когда вы негласно находитесь на попечительстве вашей семьи, вашей второй половины. В некоторых случаях это может быть момент, когда вас могут устроить, да, то есть вы можете работать на какое-то семейное дело или подряд, но не числиться там официально. Или можете быть как-то иначе оформлены, а при этом не работать и получать деньги. То есть ситуации могут быть разные, у каждого это прозвучит по-разному, но тем не менее. Вы здесь как штатная единица, которая, скажу так, особо не вкладывается, не вкалывает, но при этом получает какие-то дивиденды. Это уже само по себе для вас прекрасно. И если же вы у нас являетесь соискателем, вот здесь пятерка чаш. Смотрите, не зря здесь, так сказать, вот этот вот ров, вот как бы два человека, и здесь башня. Это как понимание или осознание, что не тем путем вы идете. И, возможно, имеет смысл не искать работу по найму, а пытаться что-то открыть свое или работать на себя. Не обязательно, знаете, это требует каких-то капитальных вложений, открытия фирмы. Например, если вы толковый тренер, репетитор, там, не знаю, педагог, на самом деле эти люди тоже могут зарабатывать достойные суммы денег, даже как там та же медсестра, которая проводит частные манипуляции на дому, ставит капельницы, уколы и так далее, но просто, так сказать, расширять свою клиентскую базу. Поэтому здесь десятка монет – это заручиться помощью и поддержкой вашего окружения, членов семьи, родственников, которые могли бы о вас заявить как эксперте в определенной нише, ну, скажем так, рекламировать или подавать ваши товары и услуги. Потому что пятерка чаш – это не искать работу по найму, это, допустим, отказаться от этой затеи. Плюс двойка чаш вам говорит о том, что кто-то поможет, подскажет или направит, что почему ты этого не делаешь, почему ты не работаешь сам на себя. Ведь ты же действительно можешь на этом поприще
зарабатывать достойные деньги. Ну, по крайней мере, точно не меньше, которые вы бы получали в найме. Но здесь вот такая позиция, вы сам себе хозяин. Для тех, кто работает наемным сотрудником, десятка монет и шестерка мечей. Это не то, чтобы вы уходите из коллектива, это ситуация расширения, масштабирования, а именно, даже дно колоды у вас тройка монет. Может быть перевод в новый офис, в новый филиал, причем который вы можете возглавить или быть там руководителем среднего звена. Опять же, потому что десятка монет – это признание в коллективе, шестерка мечей и тройка монет – это новые возможности роста в плане карьеры. Пользуйтесь этой возможностью, этими предложениями, которые вам поступят, не отказывайтесь от них. Если вы владеете собственным делом, то десятка монет и император – это вопросы процветания, расширения. Это ситуация, когда прибыль сама идет в руки. Это может быть новое бизнес-партнерство, в некоторых случаях даже слияние компаний. Ну, как следствие увеличения ваших возможностей, ваших объемов заработка. То есть здесь как взойти на пьедестал. Посмотрим с вами финансы. По финансам аркан Дурак. С одной стороны, это деньги, которые приходят легко, приходят комфортно, приходят в радости. Да, иногда это может указывать на какие-то безрассудные траты или импульсивные покупки, импульсивные траты. Помимо всего прочего, это расходы, связанные с детьми, с вашими внуками, траты на них. Но и самое главное, это как новый источник дохода, новые возможности для вас, которые перед вами открываются. Поэтому это прекрасно. Состояние здоровья. Здесь по семерке монет. Я бы сказала так, оно является стабильным. Слава богу, знаете, как стабильно нормально. Нельзя сказать, что оно идеальное, но тем не менее семерка монет – это когда в рамках этого месяца вас особо ничего такого важного не беспокоит, не тревожит. В положительном ключе, как так все-таки у нас двойка чаш, также является арканом зачатия. И здесь семерка монет, поэтому кто планировал зачать ребенка, для этого будет удачный месяц. Личная жизнь. Паж жезлов. Это аркан мотивации, любопытства, искры в союзе, ребячества. В чем-то, конечно, может быть и инфантильности, но самое главное – это желание какой-то новизны или обновления в отношениях. Будем смотреть и раскрывать эту карту для каждого из вас, потому что, естественно, вы все в разном социальном статусе. Посмотрим в первую очередь для тех, кто на данном этапе у нас свободен. И здесь паж жезлов и повешенный. Это максимум какие-то легкие связи, общение однодневки или однодневные контакты, то есть ничего серьезного. Это, знаете, как общение или отношения по принципу здесь и сейчас, без планов и перспектив на будущее, потому что в первую очередь вы не будете этого хотеть. Это может быть, знаете, как желание сбить искому, назову это так. Или же с кем-то заводить сугубо дружеские отношения. Для тех же, кто у нас в любовных треугольниках, здесь, как мы видим, паж жезлов и рыцарь чаш. Это ситуация, когда, наоборот, вы пытаетесь идти на контакт, разжечь какую-то искру, может быть, привнести толику новизны, романтизма или даже вызвать в ком-то нотки ревности. Ну, то есть это попытки все-таки, знаете, достучаться до эмоциональности вашего партнера или партнерши. Если же вы у нас в стабильных союзах, то, как мы видим, паж жезлов и двойка жезлов, это найти общие точки соприкосновения или разбудить то пламя, которое ранее было в вашем союзе. В особенности, если, допустим, с появлением детей у некоторых не хватает времени друг на друга, это все-таки попытки или позиции сделать так, чтобы были возможности и точки для пересечения, знаете, как один на один, без участия, скажем так, детей или ваших родственников, то есть больше времени посвящать себе. Или, опять же, искать альтернативу, как бы вы могли разнообразить ваши отношения. И для каждого, конечно, здесь будет свой рецепт. Смотрим советы и рекомендации от карт. Туз жезлов. По тузу, естественно, браться за новое. Идти в новое, начинать новые проекты, вступать в новые отношения, союзы, создавать, может быть, новые сотрудничества, кооперации. И, конечно же, весь импульс, знаете, как использовать с пользой. А именно, не тратить на просмотр сериалов, хотя это тоже иногда нужно с целью разгрузить мозги, а интенсивно вкладывать в прокачку своих знаний, навыков, в поиск новых источников дохода, с целью возобновить импульс в отношениях, то есть активно это желание использовать себе во благо. Посмотрим с вами на неожиданность месяца. Проанализируем это на оракуле.
Интересно. Очень интересные карты у вас. Здесь в рамках этого месяца сама судьба, сам случай, или можно сказать так, карма, по карме вам придет понимание или основной жизненной цели, или достижение таковой, и вы будете праздновать победу. Победу или если вы исполнили какую-то цель или желание, или поняли и осознали, что же вам на самом деле нужно от жизни, что вам дарит мотивацию, вкус, радость, доставляет счастье, удовольствие. Ну, как следствие, будете идти к реализации задуманного, к этому пути. У кого-то будет очень важный жизненный период в рамках этого месяца по прохождению и кармического урока. И, может быть, одна из, знаете, как основных составляющих вашей жизни. Ну, к примеру, кто-то для себя выполнил задачу, там, вырос по карьерной лестнице, кто-то там, не знаю, родил ребенка, кто-то вышел замуж, может быть, кто-то совершил какую-то важную для вас в жизни и стоящую покупку. То есть это ситуация, когда вы можете сами себе сказать: я достиг, или я этого заслужил. И можете себя, безусловно, и похвалить, и собой гордиться, отпраздновать это событие. Поэтому месяц у вас прекрасный, потрясающий, пусть так и будет. Я вам все закрываю в положительном ключе, в положительном аспекте. А вы, пожалуйста, по прошествии периода напишите, дайте знать, как по факту для вас отыгралась или отозвалась данная информация. Если для вас актуальны обучение Таро или формат индивидуального общения и консультирования, то ссылки на мои контакты всегда сможете найти под любым из моих видео или в шапке YouTube канала. Я с вами не прощаюсь. До новых встреч!